И вот две совершенно разных позиции – бабушки и внуки. Русская бабушка. Она должна всю себя и все время посвящать внукам. Если у меня появятся свои собственные планы, говорит бабушка за рубежом, то тогда уже, простите, когда у бабушки нет собственной жизни, она через какой-то момент становится неинтересной внукам. Суперопекунство, оно тоже ни к чему хорошему не приводит. Но и такое супербезразличие тоже ничего хорошего не дает. Очень хорошо быть бабушкой, которая чуть на расстоянии. Бабушки и внуки. Русская бабушка. Ее готовили к тому, что как только она выйдет на пенсию, она должна всю себя и все время посвящать внукам. И женщины с этим мирились. И как только русские бабушки выехали за рубеж и послушали, как там относятся, конечно, у них волосы встали дыбом, потому что там совсем другое. Так, хорошо, мы вас вырастили, это ваши дети, вы ими занимаетесь, и раз в месяц я возьму этого ребенка на 2 часа, погуляю с ним и снова вам верну, если мне захочется. А если у меня появятся свои собственные планы, говорит бабушка за рубежом, то тогда уже, простите, я вам позвоню вовремя, но обязательно у нас же есть, когда мы вместе собираемся, ну, День Благодарения какой-то, ну, тогда я побуду с внуками, на них посмотрю, если мне захочется. И вот две совершенно разных позиции – бабушки и внуки. И здесь, конечно, я желаю, чтобы каждый определился, а вы какой являетесь бабушкой, каким являетесь дедушкой, или вы сейчас полностью в этом ребенке живете, или вы сейчас все-таки себя выгружаете из этого ребенка, потому что есть же еще поколение, есть родители, дайте им тоже чем-то позаниматься. То есть суперопекунство, оно тоже ни к чему хорошему не приводит. Но и такое супербезразличие тоже ничего хорошего не дает. Вот даже сейчас, когда я позволила людям в хладостейном поле переизлучить слово, которое их максимально им необходимо, оно начинается со слова счастье, сила, власть, красота, мудрость и так далее, благополучие, то одна женщина вместо этого выложила: внук мой должен заговорить. Вот и все, пожалуйста. То есть это такая бабушка, у которой собственной жизни уже нет. Но когда у бабушки нет собственной жизни, она через какой-то момент становится неинтересной внукам. Внуки просто с ней тоже не будут общаться, потому что она же сама не развивается во времени, все, у нее во времени наступил стоп-кадр, она бабушка. Ну и тогда уже внуки, вот насколько они сами тогда от нее уйдут, и ей будет очень болезненно переживать. Но вот когда дети от нас уходят, это болезненное переживание, что вот он был ребенок, все время был вместе, и вдруг его не стало, и как же так, такая пустота образуется. Ребенок пошел по собственной траектории, и очень трудно это разрешить, потому что хочется опекать ребенка по-прежнему. А тут внук, вы не представляете, это же вообще такая любовь распахивается. И тут, конечно, есть смысл себя немножко удерживать и поддерживать, потому что внукам мы разрешаем все, и внуки у нас способны делать все. Прихожу сейчас в одну семью, и вдруг слышу от мальчика: у меня есть бабушка, которая мне все разрешает, даже по столу прыгать, даже на столе танцевать. Я ее так люблю, пусть она ко мне приезжает. А дед такой, он все время говорит: ты неправильно себя ведешь, ты балуешься. Нет, деда мне вообще не надо. Мне нужна только эта бабушка, которая мне все всегда разрешает. О запретительной и разрешительной бабушке она написала в книге. И мне очень нравится этот мой рассказ, потому что у меня так и было. 2 бабушки. Одна была совершенно разрешительная, мы ее ни во что не ставили. Она нам готовила, она нам шила, она для нас делала все, она нас всегда в доме ждала. Ее родители позвали, чтобы она с нами занималась. Она даже мою няню убрала, чтобы осталась только она одна. И всю свою жизнь она нам посвятила, и мы как-то к ней так относились слегка. А вторая бабушка у меня была такая запретительная, которая меня постоянно строила, говорила: взрослые сейчас говорят, ты помолчи, читай вот эту книгу, нравится она тебе, не нравится, ты обязана знать эту книгу, тебе это пригодится. То есть она за меня все знала, всегда решала и всегда требовала чистоты предельной и так далее. То есть она меня всегда строила. Я ее очень уважала, я к ней всегда ездила, я к ней стремилась.
А вот ту бабушку мы как-то ни во что не ставили. Поэтому, конечно, тут, дорогие бабушки, вы, пожалуйста, и дорогие дедушки, вы, пожалуйста, разберитесь. Ой, а мне так радостно сейчас за настоящих детей, которые у них всегда есть дедушки, которых у нас не было, потому что была война. Это было, конечно, очень жутко. А сейчас всегда есть дедушки, даже дедушек иногда больше, чем бабушек. Ну, а в относительности себя, так я вообще всегда смеюсь. Я говорю, какая я молодец, у меня у всех внуков сейчас есть свои дедушки. И каждому всех хватает. А у меня есть муж, который не есть дедушка ни для кого из моих внуков. Поэтому очень хорошо быть бабушкой, которая чуть на расстоянии.